Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости острова Кипр. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости целой провинции Лимассол, куда входят порядка 5 крупных городов, муниципалитетов. Конечно же, с цифрами поговорим о рынке недвижимости, разберемся, что произошло в течение одного месяца с недвижимостью, класса новое жилье и старое. Ну, о классификации поговорим уже в самом видео. И в конце я покажу вам тенденции длиною в 1 год. То есть, что произошло с недвижимостью острова Кипр, а точнее южной его части провинции Лимассол. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Надеюсь, вам будет интересно. Да, традиционно видите опять за мной и задний вид, так называемый. Да, это вход в дом, где я живу, небольшой сад, метров, наверное, 10, то есть растут фруктовые деревья, сзади меня аутентичная печка греческая такая, я ее так подбелил немного, она вообще выглядит классно. Кто-то мне написал запечный инспектор, аналитик, ну тот, который за печкой сидит. Супер, понравилось. Лайк тому моему, так сказать, зрителю, кто имеет чувство юмора. Мне такой юмор нравится. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр. Постараемся с вами разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости провинции Лимассол, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, традиционно с административно-территориального деления начинаем. Перед вами остров Кипр, разделен на северную часть, где живут турки-киприоты, и южная часть, где живут греки-киприоты. Всего 6 провинций. Сегодня мы говорим о провинции Лимассол. Она достаточно, ну вот если вы посмотрите на карте, отображена, да, таким отдельным цветом. Крупный город Лимассол, в общем, ну, есть о чем поговорить. Итак, друзья, следующий слайд – это уже административно-территориальное деление не просто острова Кип, а провинции Лимассол на сколько там, давайте посчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 крупных городов-муниципалитетов. Вот они такими точками здесь отображены, видите, да? Но, чтобы вы понимали, а вот это остальная часть. Вот эти агломерации населенных пунктов, деревень или небольших населенных пунктов, они административно подчиняются тому или иному городу, муниципалитету. Ну, это как у нас в Украине, область, допустим, Киевская. И все, что входит в Киевскую область, а там достаточно много городов, они уже подчиняются непосредственно городу Киеву. Примерно та же самое административное отделение и здесь. Итак, состоит провинция Лимассол из 6 городов, муниципалитетов. Это город Лимассол, Месса Гетония, Святой Афанасий, Гермосоя, Ипсанас и Катаполимидия. Вот подумайте только, какую большую информацию, срез статистических данных дам вам буквально за полчаса, так сказать, которые вы проведете за экраном своего ноутбука, ну или телефона. Итак, переходим к, конечно же, самому такому большому, но он не самый большой на самом деле, Лимассол. Достаточно много русскоязычного населения, строятся на набережной, значит, высотные здания, такие достаточно высокие. Не понимаю, зачем, но так или иначе. Набережная вылизана, в общем, все красиво. Итак, давайте я расскажу, как пользоваться данной информацией. Ну, во-первых, перед вами карта, карта с границами муниципалитета Лимассол. То есть это отрисовывает мне Google Map. Ну, не мне, а всем, кто это хочет, да. Google Map рисует так границы административно-территориального деления муниципалитета Лимассол. Мы будем говорить о новом жилье, это класс ИБ. Это жилье, которое построено, ну опять же, по легенде компании застройщиков, из новых
материалов, которые энергоэффективно сберегающие, где, говорят, зимой не холодно, а летом не жарко, хотя вот сейчас конец уже февраля, практически, ну, я так понимаю, зима на Кипре закончилась, я первый год живу здесь. И, ну, скажу, зимой я совершенно не замерз, хотя я живу в доме класс D, который относится, или С, скорее всего. Итак, но новое жилье еще отличается тем, что это, как правило, жилищный комплекс. И, кстати, вот эта мода новая, ну, она же не только, так скажем, в Лимассоле или на Кипре. Когда строят бетонные коробки, называется это жилищным комплексом. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо. Я просто свое видение данной ситуации. Я просто видел в Киеве, чем это заканчивается. Когда начинают строить эти бетонные коробки, которые, в общем-то, находятся, ну да, там может быть территория красивая, оставляют там, делают бассейн, еще что-то делают, но все равно теряется вот та аутентичность местности. То есть это такие же мы видим, ну как бы, я просто знаю, что такие же жилищные комплексы строятся под Киевом, да, и когда я первый раз снимали квартиру, искал, ну, мне крайне вот это не зашло, не понравилось. То есть все вот эти, так сказать, комплексы, да, они похожи все, во-первых, один на один с небольшим различием. Ну и приехать из города-миллионника в небольшой, так сказать, населенный пункт, ну, по меркам, я в Пафосе живу, по меркам города Киева, и заселиться опять в бетонные эти самые коробки, у меня просто нет сил. Мы выбрали великолепный дом. У нас свой сад, как я говорил, утром выходишь, солнце светит, никаких тебе ни гостей, ни друзей, никого, сам находишься на территории, это великолепно, друзья, поверьте. Возможно, чувство комфорта, когда ты находишься действительно сам, приходит с возрастом. Итак, новое жилье, друзья, подорожало на 0,27% за месяц. Видим внизу вот такая у нас большая экселевская таблица с данными. Здесь также административно-территориальное деление муниципалитета Лимассол. Посмотрите, как много входит в данный город-муниципалитет ценовых зон. Ну, это так называют картографы. Почему ценовые? Потому что каждое, вы видите, географическое название, где проживают греки-киприоты, изменяется стоимость квадратного метра в зависимости от локации. Поэтому картографы называют это ценовые зоны. И разница мы можем посмотреть, вот давайте, от 2000 до 700 евро до аж 7 тысяч. Можете себе представить, какая большая разница. Это всего в одном городе-муниципалитете. Сейчас мы говорим о среднем арифметическом числе. В целом по муниципалитету это 3795 евро. Как считается, среднее арифметическое число вы знаете, вы умные. Что показало нам динамику роста? Плюс 0,27%. Вот эти цифры можете на карте посмотреть. Как рост, так и сколько стоит средняя стоимость квадратного метра. Переходим к следующему слайду, и здесь мы будем говорить, что произошло с городом, вернее, с новым жильем в муниципалитете Лимассол за один год. Период исследования январь 2025 год, видим 3710 евро. И январь 2026 год это 3795 евро. Что показало нам в целом, друзья, по городу, вот здесь видите внизу красная черта, рост 2,29%, то есть это вполне адекватный рост рынка недвижимости. Почему адекватный? В конце, когда будем подводить итоги по целой провинции, я вам покажу макроэкономические показатели, правда, года, который уже прошел, 2025, но с учетом того, что мы говорим о январе 2026 года, эти макроэкономические показатели актуальны. Итак, переходим к уже старому жилью города муниципалитета Лимассол. Смотрим на карту, друзья. Еще раз повторюсь, я живу в доме класса С, наверное, но абсолютно зимой не почувствовал холода. Да, влажность большая, это присутствует. Шли дожди, наверное, больше месяца, причем такие проливные хорошие дожди. Но все равно, говорю с Киевом, с мамой, там морозища, ни света, ни воды, ни это самое. Тут вроде как получается даже стыдно, как на курорте. Итак, апартаменты старые,
подорожали за месяц плюс 0,27%. Что показало нам 33 692 евро за квадратный метр. Ну вот посмотрите, как отличается на 100 евро старое от нового жилья, но еще раз повторяюсь, новое жилье начинается однокомнатное, там может быть от 50 и выше, там и 70 квадратных метров, а старое жилье где-то, наверное, до 50. То есть поэтому плюс более дорогой квадратный метр и плюс большие размеры квартиры, то в целом общая стоимость квартиры значительно отличается нового жилья от старого. Смотрим, что произошло за год, друзья. Видим, что 3000, ну повторюсь еще раз, 692 евро стоимость квадратного метра. Это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете, по целому городу, муниципалитету, это старое жилье. Рост всего лишь, видим, что 0,27%, это, друзья, за месяц. Это краткосрочные процессы длиной, вот здесь мы видим декабрь 2025 год. Я сравниваю с январем 2026 года. Давайте посмотрим, что произошло в течение одного года со старым жильем в провинции и в городе, муниципалитете Лимассол. Видим, что январь 2025 год это 3610 евро. И уже в январе 2026 года это 3692 евро. Что показало, если вы посмотрите внизу табличку, показала рост плюс 2,27% в течение года. То есть опять повторюсь, что недвижимость ведет себя вполне адекватно, по крайней мере, в муниципалитете Лимассол. Смотрим следующий слайд и переходим к муниципалитету Меса-Гетония. Видим, как отображено на карте география, да, локация именно этого города, муниципалитета. Также видим, друзья, здесь мы будем говорить о новом жилье. Старое присутствует, но будем говорить и о новом, и о старом. Я прошу прощения, жилье здесь присутствует как старое, так новое. Небольшая выборка, в общем-то. Если по Лимассолу там несколько тысяч, по-моему, чтобы не соврать, что-то около 5000 объектов по классам можно увидеть, то здесь небольшой город-муниципалитет, естественно, для того, чтобы была репрезентативная выборка, и в нее входило чуть больше 2000, а сюда здесь входит чуть больше 2000, я взял общее и старое, и новое жилье. Итак, мы видим, что за месяц подорожала недвижимость 0,15%. Стоимость квадратного метра 3254 евро. Также видим, что внизу красным шрифтом подорожала недвижимость за месяц плюс 0,15%. Давайте посмотрим, что произошло в течение одного года. И вот здесь у меня вопросы. Вопросы, наверное, самому себе, хотя, опять же говорю, выборка она и релевантная, и репрезентативная. Релевантная – это сюда попала только жилая недвижимость с определенными характеристиками класса А, Б, С, Д, Е, Ф. При этом, когда я говорю о репрезентативной, здесь больше 2000 объектов, которые попали в поле зрения. Да? То есть выборка, еще раз повторюсь, репрезентативная. И вот видим, что здесь за год снижение, период, давайте пройдемся исследование, у нас январь 2025 год, это 3294 евро, стоимость квадратного метра. В январе 2026 года это 3254 евро, что за год показало снижение минус 1,19%, здесь красная строка внизу. То есть вот здесь это неадекватное поведение рынка, не знаю, с чем это связано. Почему подешевела недвижимость, возможно, там компании-застройщики в свое время, здесь, если мы посмотрим, такой некий есть пик. Во-первых, это я аппроксимирую эту график рисунок, да, вот эти колебательные процессы. Вот здесь мы видели какой-то квартал, пик роста,
который, ну, непонятно с чем был связан. Возможно, скорее всего, я смотрел, там какие-то новые объекты появились, возможно, по завышенной цене компании предлагали застройщики, и это дало такой вот этот самый, ну, выброс, да. Хотя, еще раз говорю, я почему применяю метод классификации, он дает мне возможность убирать вот этот статистический шум, который не соответствует рынку. Поэтому вот здесь мы видели такой всплеск и опять снижение. Ну, если кто знает, с чем это связано, напишите. Дальше, друзья, смотрим следующий город, муниципалитет Агиос Афанасиос. Здесь, друзья, у нас, видим, Google Map отрисовывает границы муниципалитета вот следующим образом. И здесь у нас тоже только новое жилье, друзья. Новое жилье, старое есть, но новое преобладает, поэтому я взял в выборку только новое жилье. Итак, мы видим, что новое жилье за месяц подешевело на 0,12%. И средняя стоимость квадратного метра составила 4142 евро. То есть достаточно дорогое, ну, новая недвижимость, новое жилье, достаточно дорогое, даже в целом, если посмотреть по городу, муниципалитету Лимассол, ну, даже выше средняя стоимость. Смотрим, что произошло внизу по локациям. Можете посмотреть, как также сильно отличается стоимость квадратного метра от 3400 до 5400. Ну, то есть в зависимости от ценовой зоны отличается стоимость квадратного метра. 4142 среднеарифметическая по городу, муниципалитету, и снижение за месяц, как я говорил, минус 0,12%. Но в годовом измерении, друзья, что здесь все, в общем-то, нормально. Видим, что период исследования январь 2025 год 4084 евро и январь 2026 год 4142 евро, что показало нам динамику за год роста 1,42%. То есть это вот последний месяц, видим колебательные такие процессы, динамика снижения. Так все это был рост. То есть вполне адекватно ведет себя, друзья, рынок недвижимости города, муниципалитета Агиос Афанасиос. Следующий слайд. Здесь мы будем говорить о муниципалитете Гермосоя. Вот таким локация, видим, отрисовывает на Google Map границы административной муниципалитета Гермосоя. Здесь также только новое жилье, старое присутствует, но в основном новое жилье. Достаточно дорогой город-муниципалитет, по стоимости вы видите уже, да? Это новое жилье выросло за месяц плюс 0,19%. И 5409 евро – это стоимость квадратного метра. Да, друзья, еще раз напомню, в выборку попадает только недвижимость, которая называется апартаменты, и это многоэтажные дома. Но многоэтажные это сложно назвать, ну, так или иначе, многоквартирные, правильно так называется, многоквартирные дома. Сюда не входят виллы с земельными участками, стоимость которых там от миллиона евро и выше. Там фантастические есть цены, конечно, поэтому, чтобы вы понимали, выборка однородна. Итак, смотрим, что произошло за месяц. За месяц, повторимся еще раз, 5409 евро стоимость квадратного метра в январе и рост 0,19%. Смотрим, что произошло за год. Также динамика положительная, что, собственно говоря, вполне адекватно ведет себя рынок, как я называю. С января 2025 года 5332 евро за квадратный метр. И уже в январе 2026 года 5409 евро, что показало, друзья, смотрим, средняя стоимость за год, рост 1,45%. Ну, недвижимость здесь, видите, по стоимости достаточно дорогая. Дальше, друзья. У нас также новое жилье. Это муниципалитет Ипсанас. Ну, немножко другая карта. Я так развлекался, не знаю, насколько тоже неплохо выглядит. Границы отрисовывает Google Map данного города-муниципалитета. Видим, что новое жилье только в выборку попало. Апартаменты класса А и Б подорожали на 0,35%. Вот здесь жилье, друзья, что
ну, совершенно недорогое, бюджетное даже по меркам города Киева. Средняя стоимость 2985 евро за квадратный метр. Ну, я в пример город Киев привел, хотя ну, ни в коем случае нельзя сравнивать, это несопоставимые вещи. Город-миллионник и совершенно небольшой, так сказать, город, который, ну, муниципалитет, это по меркам Кипра. А по меркам, так, чтобы было понятно, города Киева, наверное, весь по количеству недвижимости и населения, весь остров Кипр как один административный район, Голосеевский. То есть представляете, да, какие масштабы огромные там и какие небольшие здесь. Но опять еще раз повторюсь, что есть такая песня «Я в лес бежал из городов». Это русский поэт Гумилев, великолепный поэт. Так вот, уехать с огромного муниципалитета, это, или в данном случае с города Киева, да, это, ну, реально для меня просто бальзам. То есть мегаполис – это точно жизнь не для меня. Ладно. Переходим к тому, что внизу красная черта, 2885 евро, рост за месяц 0,35%. Что же произошло в данном муниципалитете за год, друзья? Смотрим. 2007 евро, это у нас январь 2005 года, и 2885 евро, это у нас январь 2026 год. Ну вот уже второй город, муниципалитет нам показывает, друзья, что за год динамику снижения незначительная, минус 0,76%. С чем это связано, мне сложно сказать. Переходим к следующему слайду. Это последний слайд. Ката Полимидия, город-муниципалитет. Также только новое жилье. За месяц подорожало плюс 0,31%. Средняя стоимость 3284 евро. И вот здесь внизу вы можете посмотреть, что подорожало за месяц на 0,31%. Также можете посмотреть локации по ценовым зонам. Еще раз отвечу, друзья, постоянно на эту тему вам говорю, что для чего нужны статистические данные, друзья. Мне многие говорят, это скучно, смотреть цифры, зачем они нужны? Лучше показывай контент развлекательный. Я же вам не говорил, что у меня развлекательный контент, у меня образовательный контент. Поэтому цифры нужны для того, чтобы вы могли определиться, будь вы покупатель или продавец, в стоимости, в рыночной стоимости квадратного метра своей недвижимости, если она относится к классу А и Б. Вы находите ценовую зону свою, то есть географическое название, да, и умножаете там стоимость квадратного метра на метраж, который в паспорте на ваш объект недвижимости. И вы получите среднерыночную стоимость. В свое время в Украине, которая, в общем-то, еще раз повторюсь, до войны была 42 миллиона, и 24 крупных области входило, включая крупных областных городов, мы разработали программное обеспечение, которое позволяет мониторить полностью рынок недвижимости и позволяет при продаже недвижимости государству видеть и понимать, сколько стоит квадратный метр того или иного класса жилья, жилой недвижимости или коммерческий. То есть это огромный проект, поэтому ну, у меня просто колоссальный опыт в данном направлении. Надеюсь, я ответил на вопрос, зачем нужны статистические данные, ну, в данном случае, о которых я говорю в своих видео. Ну, следующий слайд, уже, наверное, последний. Ката Полимедиа, период исследования у нас январь 2025 год, 3321 евро. И что, друзья, январь 2026 год, видим 3286, да, 84 евро. Что, собственно говоря, показало динамику снижения за год. Внизу смотрим, минус 1,10%. Это третий город-муниципалитет из 6, который показал снижение. То есть с чем это связано, пока не могу сказать. Итак, друзья, самое интересное, подводим итоги уже по целой провинции Лимассол. Очень кратко. Новое жилье
Видим здесь внизу красная такая строка. Это 3795 евро средняя рыночная цена по всем муниципалитетам, которые входят в провинцию Лимассол, что показало за месяц рост плюс 0,18%. Ну и старое жилье, тут только у нас Лимассол, там действительно большой рынок и нового и старого жилья. 3692 евро за квадратный метр, что также показало за месяц динамику роста плюс 0,27%. И самый последний слайд, где мы говорим о том, что произошло за год. То есть говорим о тенденциях, друзья. Сравниваем январь 2026 года с январем 2025 года. Итак, по новому жилью. 3795 евро, это у нас январь 2026 год, и 3775 евро, январь 2025 год. Что показало за год, друзья, подумайте только, за год рост всего лишь меньше процента, полпроцента, 0,53%. Но посмотрите, как себя вел интересно рынок недвижимости. Лимассол, ну это для людей, которые планируют что-то приобретать или же продавать. Город Лимассол, естественно, лидер. Рост за год 2,29%, индекс положительный, единичка, запятая 0,23. Дальше идет у нас по росту. Видим город Гермассоя. В процентном отношении за год выросла недвижимость на 1,44%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,14. Третьим идет у нас город Агиос Афанасиус. Здесь рост всего лишь на 1,42%. Индекс рынка положительный, единичка, запятая 0,14. Ну и, друзья, дальше вы сами все видите. Город Месса-Гетония за год подешевело на 1,21%. Город Ката-Полимидия, это второй, да, подешевело на 1,11%. Ну и Ипсанас, город-муниципалитет, за год подешевел на 0,76%. В целом, так сказать, муниципалитету динамика остается положительная, но, в общем-то, видите процессы, как протекают, и это неоднозначно ведет себя рынок. Город Лимассол, старое жилье, за год мы видим подорожало на 2,27%, чуть меньше, чем новое жилье. Индекс положительный, единичка 0,23. Друзья, немного саморекламы. Что такое индекс недвижимости? Индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. На примере, давайте, целого, так сказать, ну это даже не город, не муниципалитет, мы говорим, это целая провинция. Считается он очень просто. Вот 3795 делим на 3775, получаем, ну, это в процентном соотношении 0,53%, а индекс вот здесь положительный, единичка, запятая 0,05. Друзья, меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это риски, управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты по крупицам собирают данную информацию. Они очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих в Украине, ну и на Кипре, друзья. Так уж сложилось. Знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И синергия наших вот этих знаний, друзья, ну, она облегчит намного вам бизнес. И мне помогает заниматься наукой и, естественно, компания Lim Consulting развиваться. Итак, мы с вами проговорили о том, что произошло за год, и поясню, почему я говорил, что адекватное поведение рынка, когда рынок недвижимости растет, там, вот, как здесь в Лимассоле первичный, на 2,29%. Хочу привести вам прошедшего года. Макроэкономические показатели характеризуют развитие экономики. Ну, там ВВП это понятно, как бы. Инфляция, давайте с инфляцией. Инфляция в 2024 году 2,6, 2025 год прошедший 2. Но вот я еще не видел, Евростат должен дать, я думаю, что будет как и в 2024 году, а может даже больше, 3% возможно будет.
Так вот, что такое инфляция, друзья? Давайте я вам напомню, очень ликбез такой. Это есть такой закон стоимости, и который гласит о следующем. Экономика работает сбалансированно, когда масса денег, количество денег, как фиатных, там есть денежные агрегаты М0, М1, М2, то есть вся масса денег, которая в обращении, да, соответствует выпущенным товарам и услугам. Как только начинают печатать вот эти вертолетные деньги, их еще называют, которых очень много, кстати, Евросоюз напечатал с 2019 года, когда начался ковид, да, и мы увидели, что именно с 2019 года цены стали как сумасшедшими, то есть недвижимость стала расти на Кипре, собственно говоря, и везде, и даже в Украине. Это было связано с тем, что еще раз повторюсь, за обесцененные деньги можно купить все меньше и меньше товаров и услуг. А недвижимость является таким же товаром. То есть обесцениваются деньги, дороже стоит недвижимость. Ну, я попытался объяснить достаточно просто, да. При этом, друзья, смотрите, что дальше необходимо знать. Если мы видим, что недвижимость в городе Лимассоле подорожала на 2,29% в годовом измерении, а ставка, вернее, инфляция всего лишь 2%, или пускай будет 2,6%, это говорит о том, что, друзья, ваша недвижимость не подорожала. То есть, ну, традиционно любят говорить люди, которые занимаются недвижимостью, особенно продавцы, риэлторы, что инвестиции в недвижимость – это такая некая тихая гавань, то есть стоимость денег не обесценивается во времени, так как она вложена в недвижимость. Если деньги обесцениваются, то, ну, фиатные деньги, я имею в виду, да, на руках, которые в обращении, то недвижимость, в которую вложены эти деньги, она потихоньку растет на уровень инфляции. Также обратите внимание, учетная ставка. Что такое учетная ставка, друзья? Это стоимость денег на внутреннем рынке финансовых услуг. То есть под 3,40% Национальный банк Кипра, по-моему, так называется, если ошибся, поправьте. Но в Киеве, вернее, в Украине это называется Национальный банк. Здесь, может, центральный, надо, кстати, посмотреть. Так вот, и уже под более высокие проценты, то есть под такую учетную ставку кредитуются финансовые учреждения коммерческие, которые уже под более высокую ставку кредитуют там физлиц, юрлиц и так далее. То есть смотрите, здесь учетная ставка – это стоимость денег 3,40%, и ваша недвижимость выросла на там 2,29%. То есть это вполне себе, как оно называется, хорошая история. Недвижимость не дорожает, но при том, когда я слышу от продавцов, что недвижимость подорожала там на 25%, я всегда хочу им задать вопрос, ну с какого перепуга может недвижимость подорожать на 25%? Если мы смотрим, учетная ставка соответствует, там, допустим, 3,40 или там чуть больше, да, а риэлторы говорят, что недвижимость подорожала на 25%, то здесь кто-то точно обманывает. Или обманывает Центральный банк Кипра, да, или обманывают, так сказать, продавцы недвижимости. Если бы недвижимость так росла, то, поверьте, выдавали бы всем бродячим, так сказать, собакам кредиты для приобретения недвижимости. То есть я это видел в Украине, когда действительно рос этот пузырь по стоимости недвижимости. Поэтому сейчас все происходит в рамках логики и вполне как бы разумно, аргументированно поведение рынка, о чем я еще раз вам повторился. Ну, вроде все, друзья, да? Да, наверное, все. Давайте закругляться будем. Итак, друзья, пришло время прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости острова Кипр, южной его части. Вам необходимо что сделать, друзья? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео. А еще вы можете писать мне, кстати, вопросы задавать. Я адекватным людям отвечаю. Но вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.